Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами я, Вивьена. И мы сегодня с вами будем смотреть такой удивительный расклад. Заходим в подсознание, в ваше и в его, но больше в его. Приватный разговор. Что он хочет вам сказать? Конкретно вам сказать, что вы хотите ему ответить. Истинная такая вот правда. Мы залезем в подсознание, потому что сейчас очень сильное такое идет сильное эмоциональное напряжение во всей планете. И очень хорошо подключаться. Большое спасибо вам за подписки, за донаты. Не забывайте про энергообмен. А на другом канале выходит видео «Чистка от всех крадников и защита». Я вас учу тому, чего вам другой не даст. И просто за энергообмен. А кому надо лично, пожалуйста. Вот мои контакты, они на экране и в закрепленном комментарии. И теперь начинаем. Это он. Представляйте его перед глазами. Это вы. И сначала мы посмотрим... Сейчас мы вот так вот пока отложим. И сначала мы посмотрим, какое его энергетическое состояние на сегодняшний момент и какое ваше. Если все подходит, то смотрим дальше. Так, вот так мы сделаем подальше теперь. Так, про него. Какое у него энергетическое состояние. Человек или на расстоянии находится, или у человека действительно какие-то трудности. Трудности какие-то, которым тяжело преодолеть. Да, или есть болезнь, или есть какая-то женщина, потому что у некоторых будет так, а у других так, которая эти препятствия усугубляет. Да, у него идет, вот знаете, у человека действительно сейчас не очень хорошо. Вот энергетически у него не очень хорошо. Возможно, он показывает, что все прекрасно, но он показывает. Потому что у него крысы. Крысы какие-то есть, или крысы, которые у него крадут энергию, здоровье, радость, ну, даже, может, у кого-то и жизнь. Что у него еще энергетически? На ком-то будет действительно стоять печать эзотерическая, магическая. А у кого-то будет, что человек сам начинает познавать что-то, что он раньше считал, что это неправда. Вот то, что сейчас происходит в Турции, и людей, и произошло еще повторно, а людей находят живыми. Через 10, даже 13 дней нашли целую семью. А люди видят, что к ним приходили люди в белом. Соседи, которые были, которые умерли. Что это? И после этого многие говорят, там очень сильная вера. В Турции люди очень верующие, они мусульмане. А это стало для них вообще открытием. Вот и здесь человек начинает познавать то, чего он раньше считал. Да фигня это все. Так, ну и давайте посмотрим, что у вас энергетически сейчас. А у вас сейчас в жизни, можно сказать, застой. Застой, и вы хотели бы что-то изменить. А в какую сторону? Да, вы хотели бы как-то, знаете, вот, если кто помоложе, по ресторанам пойти, по клубам, куда-то съездить, на лыжах поехать, ну, куда-то вот такое вот, сесть на яхту, ну, что-то хотелось там, где люди. Пойти просто в тот же парк потанцевать. А сейчас еще идет такие, кто будет сейчас смотреть, то идет же у православных Масленица. То есть веселиться, вам хочется развеяться. Вот такое у вас. Почему? А вас или на работе уже, или работа задолбала. Вот так говорю, такое слово не очень культурное. Вот или какие-то бумаги, или налоги. Вот все задолбало, информация, которая идет от каких-то якобы истинных правительственных и каких-то еще источников. И вас это все задолбало, вы хотите отдохнуть. Да, и вы думаете об этом человеке. Мы о нем будем спрашивать, а вы о нем думаете. Почему думаете? Да. Потому что вы думаете о нем. Кто-то думает о том, что где-то не сошлись и не притерлись, а кто-то вспоминает действительно об интимных сторонах ваших отношений. Вот у вас сейчас такое. И вы хотите перемен, вы хотите жизни. Подходит, смотрим дальше. Заходите ко мне на ТикТок.
И также в Яндекс.Дзен. Ну, в Яндекс.Дзен я обычно похожие выставляю. Ну, выходите. Давайте теперь будем смотреть приватный разговор. Так, у меня почему-то так мелькнуло. Положи еще карты про... Вот общее в ваших отношениях. Сейчас я... И вот какая-то женщина, которая мешает. Ну, это может его надежда быть. Общее в ваших отношениях этот человек через какие-то бумаги, документы. Он хотел бы, чтобы был бы общий дом. Если он у вас есть, то находите общие точки. Не на авось не бросайте ничего. У меня была клиентка, у которой в семье не одна. Ну, некоторым я говорю, все, расторгайте. У которой в семье уже нету интимных отношений уже определенное время, много. Люди не старые, люди достаточно молодые. И друг другу вроде бы хотят разрывать непонятно чего, а женщина то ли боится, то ли молчит. Вот здесь про то, что вот скрепляются какие-то документы, дом общий и надежды. Вот здесь идет, что в ваших отношениях, даже если вы уже расстались, смотрите ритуал, ой, смотрите расклад, то здесь нет конца. Здесь есть начало. Вот вроде, может быть, даже и не вместе. В разных городах, в разных странах, на разных улицах. А здесь нет конца. Здесь есть надежда. И надежда есть у мужчины. Как ни странно. Если возникают такие ситуации, ко мне, пожалуйста, приходите на прием. Если есть ситуации между супругами, невыполнение обязательств, вот именно такого характера, есть разные вещи, почему это происходит. В одних вещах можно сразу сказать, да, надо, женщина должна понять, это все окончание отношений, и надо разводиться или расходиться. А в других нет. Можно еще все начать и все сделать. Они очень любят, когда мы около них хвостиками своими пушистыми вращаем. И булочками тоже. Девочки. Вот такие они мужчины. Если вам они нужны, то, пожалуйста, вы должны делать то, чего они, в общем-то, желают и хотят. Ну, а теперь мы будем разговаривать. Разговаривать мы будем вот так. Разговаривать мы будем вот так. Что так? Я хочу с тобой поговорить, спрашивает мужчина. Да, я хочу с тобой поговорить. Я хочу... Вот мужчина говорит. Мужчина есть какие-то женщины еще, с какими он общается. Я хочу с тобой поговорить. Я хочу как-то повеселиться. Скажи мне. Что вы отвечаете? А вы отвечаете, знаете, я закрыла свое сердце на огромный амбарный замок. Я закрываю его. Ты меня обидел. А чем я тебя обидел? Мужчина как-то разъярен, даже не очень понимает. Чем я тебя обидел? Я сам в каком-то таком состоянии нахожусь. Чем ты меня обидел? Ты обидел меня. У кого-то будет действительно, ты от меня ушел, а у кого-то будет, ты от меня отдалился. Ты не стал мне говорить все, чего у тебя происходит, что у тебя на душе, как ты относишься ко мне, к нам. У кого-то есть семья, дети. Так. Что мужчина отвечает вам? Мне очень не хватает твоей силы. Почему ты не излучаешь ту силу, которая когда-то была? Мне очень нужна твоя сила. Что вы отвечаете ему на это? Да, вот видите, вы отвечаете. А я закрылась. Я закрылась, я не могу больше терпеть какие-то обиды. Я не могу терпеть вот это молчание, несправедливость. Я не понимаю. И не могу теперь тебе отдавать эту энергию. Энергию радости, потому что я от тебя не получаю. Что мужчина на это вам говорит? А он говорит, давай рискнем. Давай рискнем. Да, это очень страшно, это риск, это колесница. И надо пройти нам этот путь. Давай рискнем. Что отвечаете вы? Знаешь, честно, я боюсь. Я боюсь, что опять вот сначала будет взрыв на макаронной фабрике, а потом опять черный
черные, грязные волны с песком и с илом. Я боюсь, что опять будет так же, что мужчина говорит вам на это. Знаешь, я без тебя со всеми, но я один. Я без тебя одинокий, но я очень много познал. Что говорит женщина? Вы говорите, что? Знаешь, я иногда за тобой наблюдаю или узнаю от кого-то, или кто-то мне передает что-то. И я знаю, что ты за мной наблюдаешь. Я это чувствую. И мне тоже передают. Что мужчина на это отвечает? Я очень хотел бы, хотя эта карта часто показывает на разрыв отношений. Вот здесь идет такое, у меня, я же по потоку работаю, по хроникам Акаши, я подключаюсь. Карта это для вас. Это для вас картинки, как в кино. Мелькают кадры. Я бы хотел, чтобы у нас был с тобой мир и спокойствие. Не разногласия, а то, чтобы мы как бы опять вместе были. Я не знаю, как он говорит, мужчина. Я не знаю, как. Я не знаю как. Что он еще вот говорит? Я только верю, что наша встреча с тобой не просто так. Я верю, что если мы будем молиться и просить Вселенную о том, чтобы она нам помогла, я верю, что это поможет. А что отвечаете вы уже? А вы говорите, знаешь, может быть, я ко всему как-то серьезнее отношусь, а надо действительно относиться вот как глупец. Вот идти по дороге, и она обязательно приведет туда, куда надо. Не зацикливаться на этом всем, но я уже не могу. Я уже тоже боюсь. Мне очень хочется и ласки, и гармонии. Я тебя помню, я тебя вспоминаю, я о тебе думаю. Что отвечать мужчина? Да, тут действительно был какой-то конфликт, разрушение. Разрушение вот между... Может быть, вы даже вместе живете, но вы смотрите этот расклад. Тут произошло разрушение вот этих вот взаимоотношений, гармонии. Зачем-то в мажорное произведение вдруг ворвались черные клавиши бемолей и диезов. Что вы говорите? Вы говорите еще про то, что вы ему отвечаете, что мне не нравился, как ты распределяешь финансы или как ты зарабатываешь. Мне не нравится это. Я не хочу быть просто как наложница. Я живой человек, это вы говорите. Я живой человек, свободный человек. Что вам мужчина на это отвечает? Ой. Я понимаю, что я наделала какие-то ошибки. Я понимаю, может быть, не все с мужской точки зрения, но ты тоже молчала, а я же не телепат, не экстрасенс, который читает твои мысли. Но сейчас я страдаю. Сейчас я страдаю. Что вы говорите ему? Знаешь, я уже как-то думаю, что мне нужно идти своей дорогой. Хотя чувство у меня к тебе есть. Мужчина что отвечает на чувства? Знаешь, а я мужик, я мужчина. Я главный должен быть. Ну, так устроен мир. Да, я ценю очень материальные блага. Больше, чем эмоции, чувства. Не умею я эти чувства так показывать. А если и покажу, то потом сам получается как-то не очень искренне. Хотя это неправда. Я хочу, чтобы мы как-то нашли общий язык с тобой. Вы отвечаете, что да, у меня эмоции есть, и я вспоминаю, и вспоминаю то, что было с нами когда-то. И вообще вспоминаю, потому что сердце мое любит. Мозг, может быть, не так, а сердце все равно любит. Что отвечаете? Что он отвечает? А тут взаимные чувства. Вы можете отгораживаться, блокировать себя, в кокон, в какое-то устрашение превращаться. Можете начать толстеть, потому что это тоже отгораживание от мира, от мужчины или еще что-то. А мужчина говорит, 10 чаш, моя дорогая. И лотос благоухающий.
Давайте посмотрим. Это диалог, посмотрите как. Тут мужчина искренне говорит, хотя мужчина достаточно жесткий. А давайте посмотрим. Если тут... Вот я тут вижу тоже возможен шанс, но мужчина не знает, как к вам на какой собаке подъехать. Возможно ли здесь вот восстановление перемирия? Вот знаете, здесь идет, если вы убьете в себе какие-то... Ну, убьете это не в том смысле, а в смысле уберете от себя вот те придумки, которые дали в детстве, что женщина должна быть дома, кухаркой, богиней, еще чем-то. Вот если вы это уберете, потому что здесь есть, вы уберете обиды какие-то, да. Тут идет, что если вы уберете обиды и увидите, что выход есть, и что тут идет, мужчина не знает, как действовать, вы не знаете, как действовать, но тут идет, что какой-то первый толчок должны сделать вы. Но это ваш выбор. Это вам говорят хроники Акаши, что так может быть. Как вы пойдете по своей дороге жизни, это решать вам. И тогда будет, если вы вот немного себя поменяете, тогда что в отношениях получится? Тогда будут долгие отношения. Звезда пленительного счастья. Вот так вот. Но как вам поступать, это решаете вы. Карты, расклады, предсказания. Я вам 1000 раз говорю, что это много-много вариантов. Все зависит от того, по какой дороге вы пойдете, куда вы шаг сделаете. Но здесь здесь не прошло, здесь нет окончания. Как я в начале карты положил, здесь нет окончания, разрыва окончательного. Возможно, эти отношения перейдут в кармические. И в следующих жизнях вы обязательно душу встретите этого человека, если вы разошлись. Если вы сейчас вместе восстанавливаете. Так легко все потерять, разрушить. Новое бывает иногда еще хуже, чем старое. Просто нужно вдохнуть и выдохнуть и улыбнуться друг другу. Пока-пока. Заходите в Телеграм. Ссылка на группу в Телеграм под видео в описании. Заходите в Телеграм. А если кто не может по ссылке, набирайте мой номер, который я вам сказала, в Телеграм. И спросите, дайте ссылку на группу. Пока-пока.